Всем добрый день. Вы знаете, друзья мои, наверное, это самый сложный из моих предсказаний. Имею в виду вот весь этот процесс. Он самый сложный для меня. Никогда еще мне не было так непросто и так тяжело снимать прямой эфир о предсказаниях. Сейчас не прямой эфир. Я решила на сей раз нарушить традицию. Для того, чтобы меня не отвлекли, я, как правило, вела трансляцию, чтобы прочитать ваши вопросы и, быть может, отталкиваясь от них, то есть не забыть дать прогнозы каждой стране, каждому народу. Но, к сожалению, разумных людей, воспитанных людей все меньше и меньше, и я поняла, что очень многое, о чем я могла бы поговорить и рассказать, очень многое я не успела и не сказала, именно по той причине, что меня просто перебивали все время. Еще есть один такой нюанс. Телефон, он может в какой-то момент ограничить свою память. А мне хотелось как бы сделать в одном видеоролике предсказания на весь год. И отталкиваясь от этого всего, я включала трансляцию, чтобы время было неограниченное, и я могла выдавать информацию сколько угодно, полностью исчерпывающе объяснить, что будет происходить на весь год. Но потом я поняла, что меня столько отвлекают, столько ненужного. Да и вообще даже закрывая форум прямого эфира, все равно отвлекаешься, потому что там выглядывают цифры, сколько людей и прочее. Я просто поняла, что мне для спокойствия нужно собраться и просто снять видеоролик. А потом это все загрузится на дочерние каналы. И, как всегда, каждый год вы будете наблюдать и видеть, как все сказанное сбывается. К этому я готовилась. Год у нас будет очень необычный, очень интересный. И поэтому события будут сменяться друг другу. Такое количество информации, что я в любом случае полностью все не записала. Это у меня хранится в подсознании. Я даже специально скачала карту мира. И после общего прогноза я, глядя на каждую страну, объясню вам как можно подробнее, что вам ожидать жителям этих стран. Во-первых, хочу вам сказать, что у меня совершенно иной прогноз. И для тех людей, которые будут без конца и края писать, я почему внизу порой отключаю комментарии, потому что я устаю отвечать недалеким людям на один и тот же вопрос по 100 раз. Я объясняю, что существует тайнопись, существует тайное знание, которое передается родовым ведьмам. И этого нет ни у кого и нигде. И благодаря этим знаниям вычисляются те годы и те покровители, духи и силы, которые, собственно, покровительствуют этому году, который мы ждем. Еще объясняю, что это не год определенного зверя, определенного, скажем, символа, тотема. Это не тот случай, это совершенно иной случай. Это эгрегор, мировая сила, часть мирового разума. И он приобретает определенные черты живого создания, чтобы человеку было легче воспринимать и понимать.
Итак, согласно тайнописи, год, который грянет, причем хочу вам объяснить, что эти годы не повторяются, они могут повториться через 100 лет, через 50 лет, по-разному. Один и тот же год может прийти 2 раза в течение некого времени космического. И эти все знания, эта вся информация, которая дается знающим людям, она несравнима, то есть несравнима ни с чем. И все гороскопы и все прочее, это, конечно, хорошо, это тоже отчасти что-то можно узнать там, но там, в принципе, общие сведения. А то, что я говорю, это подробности. Подробности, которые приходят ко мне из этого информационного поля мироздания, и которые сбываются просто до мельчайших подробностей. И поэтому относитесь к этому очень серьезно. Почему нужны предсказания? Они помогают человеку быть готовым, помогают человеку знать, что ожидать, чего ждать, что будет, как себя подготовить, какие нюансы будут в этом году и прочее. Итак, год 2022. Год вещего ворона. Ворон. Ворон – связующее звено между миром мертвых и живых. Ворон – посланник многих богов. Тот же Один ходил всегда с 2 воронами на плечах. Ворон – это дитя темного мира, мира мертвых. Но это не всегда посланник чего-то страшного, ужасного. Ворон предупреждает, он вещает о том, что произойдет. Но даже если вы не поверите ворону, это не означает, что события не случатся. В древние времена отсекали голову человеку, который приносил плохую весть. Однако от того, что казнили вестника, плохая весть не переставала сбываться. То есть я имею в виду, что сопротивляться и воевать с судьбой и с мирозданием нет никакого смысла. Нужно узнавать, нужно принимать эту информацию и использовать себе во благо. Итак, Ворон. Дитя темных богов. Он, дарующий мудрость, знания, вековую мудрость. Ворон – посланник богов. Ворон у трона царей. Сидел и присутствовал. Ворон считался царственной птицей. И потому от него зависит то, кого он возвысит в этом году, точнее в следующем году, а кого принизит и уничтожит, растопчет. В славянской мифологии, не люблю слово мифология, теологии, ворон – дитя бога Калиды, того бога, который поворачивает круг земной, кто отвечает за движение, за перемены мироздания. Верун – бог перемен, Калида – бог вечного движения. Они покровители ворона. Сыном одного из них он является по мифологии древних славян. Это означает, что ворон приносит с собой перемены. Ворон приносит с собой абсолютные переломы, новую реальность. Высокосный год и поствысокосный год, забирающие огромное количество жизней. Если вы вспомните, многие
болезни, не буду называть это слово, потому что, я так поняла, уже это слово преследуется во всех роликах для того, чтобы люди не могли говорить правду. Поэтому это слово говорить не буду. Скажем так, хвори, да, модные, которые сегодня, как правило, высокосный и поствысокосный год богаты на всякие заразы. И если делать акцент людей на определенную болезнь, то все будут акцентировать внимание на это. На самом деле люди умирают от разных болезней во все века тысячами, сотнями тысяч. Это нормально, это круговорот жизни и смерти. Кто-то должен уйти, чтобы кто-то родился и пришел на его место. Если бы сделали акцент на грипп, то все, кто умер в эти 2 года от гриппа, приписались бы какой-то страшной болезни, да. И все, кто умирал от гриппа, все родные, близкие, подтвердили бы, что да, есть эта болезнь, потому что вот наш родственник умирает от гриппа. Но поскольку сделали акцент на вот определенную болезнь, то все, кто умер от этой болезни тоже умирают. Это болезнь. Это нормально в понимании мироздания. Все, кто от этого умер, подтвердили, что да, эта болезнь была, и люди умирали. То есть это психология человечества. На что акцентируешь, на то люди и смотрят. Когда женщина беременна, она очень часто замечает беременных женщин. Вот все, кто был в таком положении, да, и женщин, могут это подтвердить. Когда ты ждешь ребенка, ты все время встречаешь беременных женщин. Сейчас при всем желании я их не вижу в упор. Не замечаю, не вижу. Но когда я ждала ребенка, я все время их видела. Потому что вот эта нацеленность, целенаправленность, которая, то есть, подключает твое внимание на определенное русло, и ты все время замечаешь именно это. То же самое, если сделать целенаправленный акцент на определенную болезнь и на смерть от этой болезни, то все, кто умирает просто от похожих симптомов, все будут подтверждать, говорить, что да, такая болезнь есть. То есть вы меня поняли. Так вот, высокосный, поствысокосный год, они богаты на смерти, на болезни, на разрушения, на войны. И многие этим моментом пользуются для того, чтобы внедрить свои определенные программы, определенные свои планы, которые как бы хотелось бы им внедрять. Есть свои цели у каждого определенные. Итак, высокосный и поствысокосный год, свои урожайные, страшные такие моменты прошли, свой урожай собрали. Теперь начинается время движения, совершенно иного. Хочу вам сказать, что 2022 год – это начало конца глобалистов. Абсолютное крушение всего того, что они создавали. Начало националистических республик, националистических идей, в хорошем смысле этого слова. Крушение всех этих всяких организаций, там с радугой на на этих гербах и флагах. Сами поняли, о чем речь. Абсолютно строжайшие запреты преследования этих людей, которых везде как бы приветствовали, относились лояльно. Вот эта лояльность, терпимость ко всему и прочее. Абсолютный запрет и агрессивный, просто агрессивный отпор всем этим организациям. Закрытие огромного количества сект. Преследование сект просто вплоть до физической расправы. И это начнется во многих республиках Советского Союза, бывшего, да, СНГ сейчас. Приход к власти новых людей. Приход к власти людей с националистическими идеями, начало новой эры, и на долгое время вот этот момент мракобесия будет уходить в прошлое. То есть разрушение всего того,
что до этого эти годы приносили. Далее. Ворон это та сущность, которая нападает и клюет мертвых. Его нацеленность – мертвая плоть. Люди, которые хотят в год вещего ворона жить лучше, между прочим, это будет год начала карьеры, начала политических карьер, начала, скажем так, основания, да, фундамента, сильного рода. Люди, которые хотят в год ворона получить все возможности, которые этот год приносит, они должны быть живые. В переносном смысле этого слова. Люди, которые будут пассивны в год ворона, ничего не получат, потеряют очень многое. Люди, которые будут активны, будут смелее, требовательнее к себе и к окружающим, они очень многое получат. Активность. Ворон не затронет только живых людей в 2022 году. Живых морально, поджидающих чего-то, ожидающих, чтобы за них кто-то решал и делал, людей ведомых ворон не любит категорически. Далее. Год женщин. Рождение девочек. Огромное количество девочек. Год сильных женщин. Во многих странах женщины просто перевернут мир вверх ногами. Время деловитых, сильных женщин. Во-первых, тот вопрос, который всех волнует. Будут ли всех заставлять делать эту хрень, которая порядком всем уже поднадоела и достала. Будут несколько таких волнообразных моментов, когда попытается еще что-то сделать. Хочу вам сказать, что власти на стороне, именно верховная власть, не вот местные царьки, они на стороне народа в том плане, что их заставляют, они сами себе не принадлежат. И они ждут от народа смелости. Если народ смело скажет «нет», то не смогут ничего сделать, потому что им нужна вот эта вот волна сопротивления для той причины, чтобы предъявить вот этому мировому правительству, о котором мы говорим, но такого, как такового мирового правительства нет, есть всемирная мафия, есть цепочка событий, и все там повязаны. И поскольку у них, у многих очень много богатства, очень много денег на счетах европейских банков, естественно, они идти против этой системы не могут. Но если народ скажет «нет», они, предъявляя этим структурам, собственно говоря, волю народа, они скажут: мы не можем ничего делать, народ не хочет, а мы бунт поднимать и прочее не будем, и это будет неправильно. И это все утихнет. То есть они ждут очень такого жесткого, очень спокойного отпора, извиняюсь, и упор делать на этом, да, на этом отпоре, на отказе. Народ должен сказать «нет». Будет ли это дальше развиваться? Попробует еще несколько раз, попытается. Будут такие попытки, но провалится. Провалится, и для того, чтобы не выглядеть в плохом свете, как наш оленевод иногда выходит так, когда что-то провалилось, и таким умным видом говорит: мы боролись, мы вот достигли цели, снизили проценты, все у нас прекрасно, уже хорошо, уже мы боремся очень эффективно, поэтому нет смысла в таких жестких методах. А на самом деле все владельцы этих кафе, торговых центров и прочее, это все его ближайшие дружки. И понятное дело, что они не хотят разоряться, им нужна продажа, им нужно все.
Просто вначале думали, что люди готовы ради торговых центров и прочего на все. Поняв, что люди стоят до последнего, они поняли, что им разоряться как-то не хочется, надо это все смягчить. И как бы сохраняя лицо, скорее всего, ожидается выступление и разговор о том, что мы наконец-то какие-то лекарства нашли, которые могут быстро вылечить, поэтому нет нужды на эти всякие запреты, нет особой нужды, это уже по желанию человека. Постепенно это все будет сходиться на нет. Поэтому вот все то, что вам было сказано, что наверняка в скором времени любыми путями и прочее это все доведем до финала, это все развалится на глазах и уйдет в никуда. Так что такого вот того, что вы ожидаете, всемирного и вот просто вот такого вот таких жестких мер, этого не будет. Будут нападения на врачей, будут нападения на больницы, будут нападения на клиники особого назначения. И их будет немало. То есть вот селения, в районы, куда приедут эти товарищи со своими шприцами, они должны опасаться гнева народного. Просто будьте осторожны. Не стоит ради денег продавать свою душу до такой степени, чтобы просто забывать о том, что народ может вас поднять на вилы. Такой момент, такой, скажем, такой вариант очень реален и будет в некоторых районах и местах. Просто буквально расправы будут. Очень жесткие. Потому что подобным докторам платят тройную зарплату для того, чтобы они могли пойти просто любыми способами внедрить то, что им сказано и приказано. И итог будет для них плачевный. Поэтому, дабы сохранить свою жизнь, лучше не ввязываться в такие авантюры. Отказывайтесь от таких дел, отказывайтесь от таких поездок и командировок. Не хотят люди. Им это не надо. Они этого не желают. Точка. Далее. Это год воина царских кровей. Это год людей, у которых царская кровь. Княжеская кровь, благородная кровь, воина царских благородных кровей. Эти люди выйдут на арену истории. Они просто, знаете, заблестят, как звезды. Они резко выйдут, и вы узнаете новые лица, новых людей, которые просто как Данка поведут за собой народ. Люди откроют новые форумы, откроют какие-то новые каналы, сайты. Начнется взаимопомощь. Люди поняли, что они могут поодиночке пропасть. У них начался жуткий страх. И начинается вот такой момент взаимопомощи всяких организаций правовых и так далее, и так далее. И более всего будут выступать женщины, матери. Начало материнской мудрости, начало патриархальной семьи. Женщины, которые не могли родить, 2022 год очень многим женщинам подарит материнство. Но учтите, чаще всего, то есть больше процент рождения девочек, дочерей. Матерей будущего Отечества, которые мы должны построить еще. Возвращение к истокам. Мода 2022 года. Значит, белый цвет, огненно-красный, гранатовый цвет. Далее, ворон, в отличие от льва, ворон не любит видеть черный цвет вокруг. Он один должен быть черный, и он отличается на фоне всех. Поэтому в год ворона черный цвет не будет в моде. Туфли с острыми вот этими носиками войдут в моду. Цвет белый,
цвет огненно, просто красный, гранатовый такой вот цвета крови. Далее серебро, серебристый цвет. Стразы войдут в моду. Разукрашенные стразами, серебристыми стразами. Кристалл Сваровский. Модельеры ведут в моду следующий год. Серебро. Серебро войдет в моду настолько, что камни, драгоценные камни, они будут уже как бы в серебре, в серебряных украшениях чаще всего. Белое золото, серебро и бриллианты в серебре. Вот увидите, сколько будет нововведений именно бриллианты в серебре, что редко сочетается, бывает, но очень редко. А сейчас это будет просто вот такой всевозможный такой бум. Духи в серебряных флаконах, серебряные машины, серебряный цвет магазинов и так далее. Серебро. Вот год серебра, блестящего вот такого радированного, яркого серебра. Войдут в моду туники греческие, опять головные уборы различных типов, может быть, как ободки, быть может, как обручи, вот так на голове такого особого типа, как жемчужинами, там зашитые, вышитые, стразы, уже сказала. Далее. Широкие штаны белые, широкие накидки белые. Вот, значит, орнамент гранат. Далее. Восточные орнаменты и восточные миниатюры на всяких там кофточках, на накидках вообще войдут в моду. Все эти вот цветочный орнамент, вот эти миниатюрные рисунки и прочее. Просто вот весь год будет полно вот этого всего. И это такой отголосок получит просто у людей. Люди начнут носить это и больше везде. В университете, в школах и везде. То есть вы увидите вот эти яркие цвета белого, граната, стразами, этими кристаллы Сваровски, серебро, серебряные такие массивные цепи войдут в моду, туфли острыми носиками, накидки такие свободные штаны белые, как шаровары такие. И плюс восточный орнамент. Потом резко вот в начале лета начнется вот мода греческая. Греческие туники, такие длинные накидки, вот как у сенаторов, знаете, афинских. Восточные люди начнут добиваться большего и успеха. Прекратится на некоторое время абсолютно просто ужесточат и меньше будут пускать в страну мигрантов везде. Сейчас пора по каждой стране я вам отдельно скажу, пока что вот общая картина. Год, скажем так, оздоровления. Оздоровление земли, оздоровление, как будто после такой длительной душевной, моральной болезни люди начинают вставать на ноги. После стольких потерь, после стольких, скажем, смертей, после стольких страшных событий люди начинают постепенно вставать на ноги. Будут организовываться субботники, будут сажать леса, резко начнется вот эти форумы
по сохранению планеты и прочее, прочее. Вот резко очень много организаций сохранения планеты, сохранения Земли, восстановления планеты, открытие каких-то новых форумов и прочее. По всему миру это начнется. Далее камни. Рубин, гранат. Далее бриллиант, год бриллианта, сверкающего бриллианта. Но имеется в виду вот отдельные камни вот просто войдут в моду не в кольце с другими там мелкими камнями, а прям отдельные бриллианты, такие прям на этих шапочках, знаете, как их называют, на коронах, вот как-то по-разному ювелиры называют термины. Топаз, вот такие камни. Далее, дома держать изображение ворона, перья ворона не стоит. Ворон не любит все, что связано с ним. Какие-то там специальные рисунки, картины, статуэтки ворона. Он любит находиться везде и всюду. Он везде существует. То есть поэтому он не любитель, когда ограничивает его место. Вот его место здесь, его перья здесь лежат, его статуи. Он должен быть везде и всюду. Возобновление жреческих родов. Далее. Год воина царских кровей. Это не просто так сказано. Люди сильные, люди мудрые, люди одаренные начнут подниматься. Это их год. Год настоящих ведьм и колдунов. В этом году они будут особенно востребованы, потому что оздоровление идет земли, идет обновление земли. И в этом году они будут особенно востребованы, потому что люди, вот эти вот, которые оставили, да, в прошлом все эти ошибки, трудности, семейную жизнь разрушенную и прочее, они хотят обновления, они пойдут к ведьмам, колдунам для того, чтобы тем помогли им начать новую жизнь, начать совершенно, скажем так, такой новый круг начертить. Оживление пространства. Хотите в год ворона, чтобы вам повезло? Хотите, чтобы у вас было много хороших, удачных моментов? Будьте живые. Вот в переносном смысле. Двигайтесь, много делайте, много планируйте, много захотите. Не спите. Это время движения. Вы должны все время двигаться. Помните игра там «Замри», да, когда мыши там двигались, а потом раз по одной команде все замерли, чтобы сова не увидела, не забрала ни одну мышь. Вот сейчас будет наоборот. Те, кто будет стоять, их будут забирать, клевать. Далее. Мщение за невиновных. Очень много тех, кто совершал преступления против человечности, будут наказаны. Будут наказаны военные преступники. У народов будет внутренняя потребность возвращения к своей истории. Начнут сниматься много фильмов о героях былых времен, о царях, о князях. Везде будет национализация вот всего, то есть вот такой вот порыв национальной идеи, национального духа, поднятие над этой повседневностью, год романтиков. Далее. Слабые будут уходить в небытие, даже если они, скажем, считают, что достигли больших успехов, но в душе они слабые, они будут это терять. Слабые люди в год ворона, вещего ворона, очень, очень дорого заплатят за свою слабость и нерешительность в жизни.
Уже сказала, год сильных женщин. Везде, везде и всюду будете видеть лидеров женщин, начальников новых женщин, режиссеров женщин, снимающих фильмы. Что еще? Женщины, которые создадут организации, женщины, которые будут помогать людям отстаивать свои права и прочее. Год воссоединения семей. Многие, кто развелся, кто расстался в эти годы, опять будут вместе. Даже если они сейчас в браке, у них этот брак уже идет к катастрофе, собственно, они чувствуют, что этот брак недолгий, ваши прошлые отношения вернутся. Год, когда привороты будут работать очень слабо и практически никак. Одним словом, год законных жен. В этом году многие любовницы останутся одни. Мужчины будут возвращаться домой. Упадет пелена. Упадет пелена вот этой очарованности женщины, да, которая не жена. Если есть какие-то влияния на этого человека, если что-то начитано, сделано, все начнет уходить просто. Уничтожится. И человек просто трезво посмотрит на эту ситуацию и вернется к семье. Год 2022 абсолютно непригоден для приворотов, для каких-то там призывов и так далее. Они не будут просто работать. Поэтому, если есть желающие такое делать, ходить, знайте, в 2022 году мудрый и вещий ворон, понимая, что это не дает счастья, просто не позволит этим работам получаться. Воссоединение семей, уход от любовниц. Очень много. Далее. Я бы назвала этот год год Патриции. Год благородных кровей. В древние времена плебеев не допускали до выборов, не допускали до определенных функций, которые решали судьбу страны. Считалось, что люди, которые согласны подчиняться всем и вся всю свою жизнь, люди, которые не стремятся к независимости, люди, которые не сами решают свою судьбу, люди, которые не развиты настолько, чтобы понимать, что происходит в мире, что эти люди не имеют права выбирать судьбу для страны. Я считаю, что это и сейчас должно быть актуально. Потому что, как правило, на одного разумного человека, понимающего, что происходит в мире, приходится тысячи абсолютно непонятных людей, недалеких, необразованных, глупых, а порой вообще лишенных разума трезвого и так далее. И голоса этих людей все почему-то одинаково ценятся. Считается, что и там как бы голос личности, и здесь. И это приводит как раз к той самой катастрофе, чего мы боимся и что мы наблюдаем последние годы. И сейчас решающая роль во всех вопросах будет у Патриции. Плебеи отойдут в сторону. Люди, которые не лидеры, им рекомендуется в 2022 году просто равняться на лидеров, смотреть, идти за лидерами. Самим ничего не предпринимать. У вас ничего не получится. Если вы понимаете, что у вас не хватит ума, не хватит образования, не хватит ничего, кроме наглости и дерзости, то этот год совершенно не ваш. Этот год считается годом черного огня. Год, когда огонь будет особенно силен, но он будет добрый. Он будет греющий, не карающий. Огонь покарал за эти годы и очень много покарал, и очень много принес боли. Покарал с небес, падая как оружие на людей, сжигая людей дотла. Покарал, сжигая лес и все живое. И огонь в этом году становится огнем мудрости. Черный огонь – это огонь жертвенников.
В этом году, ой, в следующем, извиняюсь, ну, в этом уже посмотрите, в 2021 году. Год почитания мертвых. Год усиления своего рода. Усиления себя и своего рода. Поэтому учтите, что в году 2022 вам нужно будет особенно часто поминать мертвых. Особенно часто поминать мир предков. Совершать определенные обряды, которые присущи вашей нации, вашему народу, связанные с предками. Культура смерти войдет в моду. Культура смерти, имею в виду похороны правильные, организованность похорон. Начнут появляться люди, которые будут организовывать похороны, которые будут объяснять, каким образом это провести, что делать и так далее. Постепенно появятся новые крематории. Перестанут сопротивляться крематориям. И вот это понимание того, что мертвых уже нужно отдавать огню, чтобы их душа быстро ушла и успокоилась, она войдет уже в обиход. Люди начнут больше сближаться с традициями, обычаями предков. Друзья мои, ожидаются большие катастрофы. Ожидаются большие катастрофы у людей, которые не приносят никакой пользы мирозданию. То есть уже говорила об этом, что если вы хотите в 2022 году подняться и поставить некий фундамент для начала сильного рода, сильной семьи, вы должны быть очень активны. Каждый человек, который хочет достигнуть успеха в 2022 году, он его достигнет, любой из вас. Если, конечно, его желание честное и совпадает с намерением мироздания. Но условие только одно. Вы должны быть очень активны и принимать мудрые решения, потому что вещий ворон заглядывает в душу каждому и прекрасно знает ваше намерение. Эту силу вы не обманете. Во многих культурах ворон – покровитель тайных источников. Это можно рассматривать и в переносном смысле. Покровитель тайных источников – это означает, открываются тайные знания, тайные, не всем досягаемые таланты, знания, которые могут человека возвысить, обогатить, подарить ему славу, деньги. 2022 год денежный. И те, которые смогут достучаться до небес, для них откроются эти источники. Они даже удивятся, откуда столько денег, столько всего, идей и прочее посыпется на их голову. Но только для людей, которые заняты саморазвитием. Люди хамоватые, люди плебейского разлива, люди быдляцкого разлива. Для них 2022 год очень плохой. Очень тяжкий, очень непонятный и чреватый всякими трудностями, всякими нервотрепками и прочее, прочее. Им год будет чинить препятствия. Год вещего ворона помогает и поможет только людям благородных кровей, благородных пробуждений и благородных мыслей. Люди, которые надеются на себя, люди, которые уважают мироздание, люди, которые не высмеивают силы судьбы, которые над нами, эти люди достигнут успеха. Снова скажу, год черного огня, который будет покровительствовать и помогать, очищающего огня, доброго огня, огня для очага человеческого,
возвращение к истокам, корням, националистические республики, конец глобалистов, крушение всех глобальных идей. Год политических убийств во многих странах. Год свершения, крушения людей, которые не по праву занимают свое место. Не по праву занимают свое место в правительствах стран мира и так далее. Абсолютное крушение. Год, когда Америка начнет уходить со всех своих позиций. Когда Америка ослабнет. Я сейчас вернусь к каждой стране и подробно вам скажу, что будет происходить в общих чертах в мире, естественно, между сверхдержавами в том числе. Далее. Начнется месть за невинную кровь, уже сказала. Люди, совершавшие преступления, военные преступления, очень страшно за это заплатят. Так. Пробуждение силы крови. Вам от ваших предков будут приходить все время послания. Ворон – посредник между миром живых и мертвых. Он будет все время передавать тем, кто ему понравится, в своем году, в году, когда он покровительствует над мирозданием. Он будет все время передавать этим людям послания от предков, помощь от предков. Быть может, многие найдут своих родственников где-то в разных странах. Кто-то узнает, где могила деда, погибшего в Великой Отечественную войну и прочее. Это прочная связь предков и потомков. Далее. Войны. Люди с характером воина будут замечены, и замечены в хорошем смысле этого слова. Одиночные воины, которые столько лет бились и не могли пробиться, их не слышали, их начнут слушать. Более того, у них появятся последователи, за ними пойдут. Дальше. Давайте начнем с карты мира. Начнем с карты мира. Передо мной сейчас карта мира, и я буду говорить о каждой стране. Сначала я провожу рукой и чувствую, где прям жжет руку, и знаю, что там будут конфликты. А потом мне приходит информация, и я буду вам сейчас рассказывать. Если не хватит времени, если нужно будет что-то дополнять, быть может, я сниму вторую часть предсказаний, но я думаю, что вот даже сейчас я очень многое успела и сказала, и, как правило, когда я снимала предсказания в прямом эфире, да, меня отвлекали. Наверное, поэтому я сейчас за короткое время смогла вот такую объемную информацию вам передать. Америка. В Америке начнется борьба с латиноамериканцами, с мигрантами, с приезжими, с бандами, с черными бандами. И в Америке начнется такой жуткий хаос. Придут к власти два человека. Эти два человека – женщины. Одна из них полукровка, то есть она мулатка. Вторая имеет английские корни. Эти две женщины пойдут против президента Америки. Хочу сказать, что ему захотят объявить импичмент. Дойдет до того, что будет нота недоверия к американскому президенту. Америка значительно ослабнет. Из многих стран американские базы будут выводить. Страны, которые хотели приблизиться к Америке, которые
очень хотели с ней дружить, очень хотели сближения с Америкой и всячески пытались понравиться своими действиями. Эти страны резко развернутся в сторону России. Они поймут, что Америка стала значительно слабее, разорвут с Америкой контракты, объединятся Россия, Китай, Индия, потому что Индия чувствует очень большую опасность, исходящую от Пакистана. И начнут, как ни странно, вместе с Саудовской Аравией вытеснять Америку из всех и насиженных мест. У Саудовской Аравии будут свои интересы. Саудовская Аравия начнет менять свою политику. Там сменится управитель, придет немножко других взглядов человек. И Саудовская Аравия начнет всячески мешать везде интересам Америки с целью каких-то своих новых интересов, связанных с Россией. Перед Америкой поставили ультиматум, и Америка вынуждена сейчас подчиняться этому ультиматуму. Америка будет бросать своих партнеров и будет уходить. И не только с Афганистана, как она убежала, так и из других стран. Америка начнет меньше покровительствовать Израилю. Опять у Израиля обострятся отношения с Турцией. Громогласный просто. В Турции умрет один из лидеров таких сильных, довольно лидеров страны. Один из лидеров. Весомый человек. В Турции к власти придет новая партия. Новая партия совершенно противоположная той партии, которая сейчас есть. С новыми лозунгами. Провалилась попытка поднять туркоязычное население России, перемешать все карты. Она абсолютно провалилась, потому что в России вот это вот, наверное, постоянное наблюдение, да, за всякими там организациями такого радикального уровня и контроль над ними, она как бы не дала все же им совершить свои черные деяния, хотя постоянно были вот эти вот всплески. То в Башкирии, то в Татарстане, то еще где-то. Постоянно вот это напоминание о великом Туране, о том, что надо бы общему делу помочь и прочее, оно провалилось. В королевской семье Англии опять есть смерть. И власть королевы перейдет отчасти к ее внуку. Она его сделает либо соправителем, либо объявит, что основная часть обязанностей возлагается теперь на внука. Но там изменится очень большая перемена, очень большие изменения в управлении Англией. Англия перестанет пропагандировать по всему миру то, что мы знаем, потому как провалился план глобалистов, и Англия посчитает нужным приостановить, пока с меньшими потерями для себя,
Как ни странно, в Европе, наверное, единственная страна, которая держится и будет держаться на плаву, это Англия. В Англии улучшится состояние и улучшится экономика Англии. Но политическое влияние Англии очень сильно ослабнет. Она уже не может долгое время никак ничего делать, никак руководить. Германия резко сменит свою политику по отношению к мигрантам. Начнется такое... Во-первых, в Германии будет тайное такое движение, которое будет ликвидировать вот эти кварталы, эти вот сообщества, эти специальные места, где принимают мигрантов, где их селят, куда. И Германия там, то есть вот внутри будет вот такая вот организация молодежная, которая будет занята наказанием этих приезжих за развязанное поведение и прочее, прочее. И Германии придется с этим считаться, и она начнет менять свою тактику, связанную с мигрантами, значительно поменяет свою тактику, связанную с мигрантами, и приостановит эту миграцию. Израиль. В Израиле абсолютно фашистская власть по отношению к своему народу. Она усугубляется. Огромное количество людей из Израиля уезжает в разные страны. Они не могут с ними сосуществовать и жить. Выйдет партия женщин, лидеры женщины, которые начнут этому противостоять, которые начнут предъявлять претензии правительству. Просто будет министерство женщин образовано в Израиле. Вот какая-то мощная организация израильских женщин, которые начнут противостоять всему тому, что творят израильские власти. Обострение между арабами и Израилем. Начнется обострение опять конфликта, но вовремя закончится, вовремя это приостановится, потому что будут приняты какие-то меры, одним словом, разговоры. Попробуют сесть за стол переговоров, чтобы опять урегулировать это все, но вновь ненадолго. Кому-то очень не нужно, чтобы это было. Будет в Иерусалиме просто мордобой, война за храм, за храмовую территорию. И будет доходить до перестрелки и прочее. Поэтому будьте осторожны. Далее. Кавказ. Значит, Кавказ, Северный Кавказ. Начнется с Дагестана, с Чечни. Определенная операция будет там проводиться. Желание, практически осуществление, так, почти что, теракта. Опять связанное с детьми, поэтому будьте осторожны. В какой-то праздник. Но вовремя их найдут. Это молодежная организация, которая почему-то трогает памятники, потому что им внушили, что эти памятники это нехорошо, это грех. Они стараются крушить памятники, они стараются ломать, то есть все то, что по их поверьям, ну, то есть новым вот этим, по новым этим правилам им внушили и объяснили, и сказали, что это нехорошо, это не приветствуется.
вандализмом занимается, одним словом. Не могут их выявить. И вот где-то к концу зимы их найдут. Эти огромные уроны, которые они хотели нанести, у них не получится. Но в любом случае следует быть очень осторожными, потому что есть такая опасность, что это может произойти, что они это уже планируется, и они могут это осуществить. Итак, друзья мои, я считаю, что пока достаточно. Я думаю, что политика стран, я сниму вторую часть, и во второй части мы с вами дальше продолжим. Может быть, сниму сейчас, может быть, на днях. И еще несколько частей, и более подробно, вот так вот, по частям, чтобы люди успевали понять и прочее. Пока самое основное, что я должна была вам передать. Далее общая политика мировая. И мне кажется, что именно касаемо политики всех стран, вообще всемирной политики, лучше снять отдельно, и там уже кому интересна именно политика, потому что есть моменты, когда людям больше интересно, что именно ждать, каким образом, да, что принесет этот год, как и что. А есть люди, которым интересно именно конкретно страны и политика стран. Это будет снято во второй части, я считаю. Пока что хочу, чтобы вы основные пункты и моменты усвоили, услышали. Дальше, вот добавляя ко всему тому, что было сказано. Год денежный, год начала новых идей. Если у вас есть желание что-то начать, если у вас есть желание вот, подняться в жизни, да, создать что-то, это самое время. Но вы должны собрать вокруг себя только людей проверенных. Случайных людей у вас не должно быть вообще. Они принесут урон. Обо всем я в начале ролика вам сказала. Пока вы это все просмотрите. А вторую часть я скоро сниму. Может быть, сегодня, может быть, на днях. Это только вступительная часть. И подробно расскажу и об остальных странах, о которых я еще не сказала. Быть может, даже добавлю к тому, что сказано об этих странах. И у вас будет общая картина 2022 года. Вы будете готовы полностью, да, к встрече с этим необычным годом и переломным. Итак, первая часть на этом закончена.